Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам вот такой нежный, романтичный ажурный узор, который вдохновлен самой природой. Этот узор не просто вязание, это ритм спиц и дыхание пряжи. Посмотрите, какая это красота! Вот так он выглядит при вязании снизу вверх. Образовывается достаточно ровный срез. Если нужно, его можно полностью выровнять с помощью ВТО. Если же вы вяжете от горловины, этот узор будет иметь вот такой вид. Изнаночная его сторона выглядит вот таким образом, и как раз вот под ней можно сделать вывод, что узор достаточно легкий в исполнении, несмотря на то, что с лицевой стороны он выглядит достаточно необычно и кажется сложным. Для вязания такого узора подойдет любая гладкая пряжа, тонкая ленточка, легкая фантазия. Также красиво будет выглядеть он в пушистых видах пряжи. Если вы предпочитаете меланжевые, то меланж должен быть таким вкраплением только, не очень выраженным, иначе рисунок потеряется. Для вязания такого узора подойдут спицы, те, которые рекомендует производитель к вашей пряже с учетом плотности вашего вязания. С этим узором будет красиво смотреться легкий джемпер. Он подойдет для вязания летнего топа, легкого кардигана или же туники. Также с ним получится изысканная шаль или же палантин. Как я уже сказала, в исполнении он очень прост. Здесь есть один лишь элемент, который редко встречается в вязании. Это формирование вот самой ножки этого цветочка. Я покажу, как он легко и просто выполняется двумя спицами без дополнительных приспособлений. Итак, раппорт данного узора составляет 15 петель в ширину и 12 рядов в высоту. Вместе с вами я буду провязывать один раппорт узора, вот эту его часть, и плюс 4 петли симметрии. Для этого я набрала 21 петлю, 15 это раппорт узора, 4 петли симметрии и 2 кромочные. Давайте начнем вязать. Смотрите, свой большой образец я по низу оформила минималистичным ажуром. Это один ряд изнаночных петель, второй ряд 2 вместе накид и третий ряд изнаночные петли. Образец, который я буду провязывать с вами вместе, я никак не оформляю, начинаю вязание сразу после набора петель и установочного ряда, который я провязала просто лицевыми. Итак, первый ряд. Кромочную я переснимаю и сразу начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная петля, 11 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. На этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд буду заканчивать такой же ажурной дорожкой, как и в начале у меня была. Это петли симметрии. 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я поменяла расположение петель на классическое, так как при убавлении вправо первая дужка должна смотреть на меня, чтобы петли не получались скрещенными. И провязываю их одной лицевой петлей вот таким вот образом. Накид делаю и 1 изнаночная петля. Ряд заканчиваю кромочной. Все четные ряды в этом узоре провязываются по рисунку, то есть лицевые петли лицевыми, изнаночные и накиды провязываются изнаночными петлями.
Если же вы вяжете по кругу, соответственно, также вы все провязываете по рисунку, но накиды будете провязывать лицевой петлей. Думаю, здесь никаких сложностей возникнуть не должно, поэтому четные ряды я буду провязывать за кадром. Третий ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная петля, 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд я буду заканчивать петлями симметрии. 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении же влево петли должны быть наоборот открыты или же развернуты. И вторая дужка смотреть на меня. Провязываются они вот таким простым образом. И 1 изнаночная. Ряд завершает кромочная петля. Пятый ряд. Кромочную я переснимаю и сразу начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная. Далее я буду вязать основной ажур. 3 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, также меняю расположение петель на классическое и провязываю их 1 лицевой. Далее накид. И теперь мне нужно вывязать 3 петли, которые я буду провязывать на 4 ряда вниз. Вот с этой петли я отсчитываю, надеюсь, здесь хорошо видно, 4 петли вниз. 1, 2, 3 и вот моя 4-я петля. Я продеваю в нее спицу и провязываю лицевую петлю. Чуть-чуть вытягиваю, но не сильно, чтобы эффект сохранился. Далее я провязываю эту лицевую петлю со спицы и еще одну с той же самой петли. Вот у меня эта петля, и с нее провязываю 3-ю лицевую. Все, элемент этот провязан. Далее я продолжаю вязать узор симметрично. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 3 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора. Вы провязываете то количество, которое нужно для вашего изделия или же образца. Поворотные ряды я заканчиваю петлями симметрии. Это ажурная дорожка. 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная и кромочная завершает вязание ряда. В 6-м ряду вот этот элемент с вытянутых петель провязываются также изнаночными. Давайте провяжем 6-й ряд вместе, чтобы всем было точно понятно. Итак, кромочную я переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. Лицевую я провязываю лицевой, накид изнаночной петлей, изнаночная петля изнаночной, далее лицевая петля и провязываю весь основной ажур изнаночными петлями. Накид изнаночной петлей. И вот я дошла до этих 3 вытянутых петель. Они здесь четко видны и легко провязываются изнаночной петлей. Первая петля. Главное провязывать их поочередно. Но здесь видно, что центральная петля, которую я провязывала со спицы, она идет как бы с перемычкой. Вот, а вытянутые идут с лицевой стороны. Вот так это выглядит, когда я провязала уже первую петлю. Далее вторую провязываю. И третья. Вот видите, она как бы с лицевой стороны идет. Ее также я провязываю. Далее накид я провязываю изнаночной петлей и до конца
основного узора провязываю изнаночные петли, ажурную дорожку провязываю, одну лицевую разделительную петлю, накид изнаночной, изнаночную также изнаночной и лицевую лицевой петлей. Ряд заканчиваю кромочной, у меня это изнаночная скрещенная. Шестой ряд я провяжу вместе с вами, так как это единственный ряд, где выполняется убавление, которое формирует наш ажур. Итак, кромочную я переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. Одна лицевая петля, накид провязываю изнаночной, далее идет изнаночная, одна лицевая, и я подошла к вязанию основного узора. 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Для этого я меняю расположение петель на открытое, так чтобы вторая дужка смотрела на меня, нить перед работой, и провязываю эти 2 петли одной изнаночной. Вот таким вот образом. Далее накид я провязываю изнаночной петлей. Вот 3 петли вытянутого узора. Их я провязываю просто изнаночными. Первая петля, вторая и третья. И симметрично накид провязываю изнаночной петлей. Далее 2 вместе изнаночной с наклоном влево. При убавлении изнаночных петель влево они должны на спице расположены быть классически, то есть первая дужка петли смотреть на меня. Нить перед работой, и провязываются они вот таким простым, удобным способом, одной изнаночной вместе. Далее идет 2 изнаночные петли. И на этом я закончила вязание раппорта узора. Провязываю петли симметрии, лицевая, 2 изнаночные, лицевая и кромочная петля. Седьмой ряд. Кромочную я переснимаю. Дальше 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная петля и основной узор. 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 лицевая. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии. 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля и кромочная завершает ряд. 9 ряд. Кромочную я переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная петля и приступаю к вязанию основного ажура. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые петли, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю симметричной ажурной дорожкой. Изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная и кромочная петля. 11 последний лицевой ряд этого узора. Кромочную я переснимаю и приступаю к вязанию основного узора. 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная.
Я провязала ажурную дорожку, теперь перехожу к вязанию основного ажура. 4 лицевые петли, 2, 3, 4. Накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Можете провязывать это протяжкой, если удобно. Мне больше нравится провязывать все 3 петли вместе, поэтому я первые 2 переношу на правую спицу. За работой подхватываю первую петлю, а перед работой вторую. И таким образом я их поменяла местами, после чего провязываю все 3 петли вместе одной лицевой. Далее накид и 4 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд буду заканчивать ажурной дорожкой. Это изнаночная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 изнаночная. Кромочной я заканчиваю вязание ряда. После того, как провяжете 12 ряд, повторяете с 1 по 12 на ту высоту, которая необходима для вашего изделия. И вот такая вот красота получается. Надеюсь, узор вам понравился, и вы обязательно что-нибудь с ним свяжете. Всем хорошего дня и до встречи на канале!